Всем доброй ночи, дорогие друзья. Для этого ритуала вам нужно кусок хлеба, рюмка водки, церковная свеча у изголовья, восковая свеча черная. У меня свеча плачет кровью. Это необычные свечи. Они, правда, редкие, но можно найти такую. Но, в принципе, это не принципиально. Пару свечей для того, чтобы было освещение. Черный кусок материи, в который нужно завернуть фотографию, собственно говоря. А все остальное сейчас вам объясню. Этот ритуал может делать только практик, у которого большая практика за спиной. Те, у кого практики не хватает и силы, знания в том числе, лучше за эту работу не браться. Итак, давайте сейчас поставлю камеру и пойдем далее. Ритуал мой авторский. Он где-то основан на традициях черного колдовства, но ритуал полностью мой. Тут ничего не взято, даже за основу не взято, ничего вне, скажем так, моей работы. Итак, нужно брать фотографии людей, а здесь извод семьи. Фотографию семейную. И приспособить вот таким вот образом, чтобы можно было в эту черную ткань закутать, завернуть. Итак, ну вот, собственно, вот таким образом. Завернуть черную ткань. Далее, что я вам покажу. Для того, чтобы достать определенные вещи, не нужно ходить по моргам, не нужно работать в морге. Достаточно попросить своих друзей, знакомых или заказать то, что тебе нужно от мертвого, и они принесут. А принесут они вот это. Это путы. По-другому веревки, которыми привязывали руки мертвого. Руками трогать тоже опасно. Конечно, я потом не просто вымою, я еще начитаю кое-что, чтобы след от его судьбы от меня сгинул и ушел. На эти путы потом нужно кое-что начитать. Я дам это только практикам. Простому человеку, естественно, нет. Связывают руки мертвого человека для того, чтобы они держались. Поскольку вы знаете, что труп коченеет. И для того, чтобы форма не сменилась, связывают руки. Связанными руками хоронить нельзя. Обязательно их завязывают. В деревнях колдуны давали денег родственникам, чтобы забрать путы. Потому что путами делаются очень страшные порчи. Та порча, которую я сейчас делаю на эту семью, она может ударить сразу, может постепенно, смотря какой силы мертвец был. Ну, по крайней мере, я попросила связать руки самоубийцы. Вот. Человека, который непрекаянный. Таким образом, нужно привязать эту семью путами от мертвеца. После того, как вы начитали, на следующий день с водкой, со стандартным откупом, я думаю, что не нужно рассказывать практикам, что надо делать. Со стандартным откупом относим и хороним на безымянной могиле.
закрывается буквально все у этих людей. Если у них закрыто было, если вы дорабатываете с ними, то становится еще хуже, чем было. Еще хуже становится со здоровьем, еще хуже становится с деньгами. Дом становится для них как просто пристанищем дьявола. Одним словом, жизнь превращается в некое такое адское существование, от которого невозможно запутаться, поскольку путами их запутали. А теперь заговор. Я бы сказала заклинание. Так будет вернее. Путы желательно оставить где-нибудь. Воск должен догореть, вот этот. Водку с хлебом оставить до утра, утром вынести. Прям в рюмке где-нибудь оставить. Взять стандартный откуп, пойти на кладбище, найти безымянную могилу, активную, которая с вами работает много лет. И там похоронить. Молча похоронить, оставить 13 монет, отвернуться и уйти. Больше ничего делать не нужно. Все, что надо, мертвая душа сделает за вас. Бродила душа, ходила душа через перекрестки, путой связанная, к земле привязанная, душу эту не отпущу, душу сию в дело пущу, отправляю, направляю, прикажу, на человека укажу, дорогу к нему покажу. Иди, душа, обреди, душа, путой своей привязана, тебе в покое отказано, до той поры, пока не исполнишь мной сказанное. Я, путая от мертвяка, душу мертвую связала, и в жертву той душе семью врага отдала, веревкой привязала, запутала, окутала, затем мертвяком в могилу отправила, к мертвяку привязала, с мертвяком оставила, путы с рук мертвого тобой связала эту семью и прекратила этот род. За мертвяком тем отправила, от мала до велика, подыхать оставила. Забери, мертвая душа, с них удачу, забери деньги и долю, забери счастье и волю, оставь их без куска хлеба. Не напиться им, не ужиться им, стены их дома на душу давят, гонят кошмары, съедают мороки, призоры, уроки сурочили их, сожрали их души и свели с ума. Древо их рода затем мертвяком в могилу ушло. 1 год, 2 года или многие лета, ни счастья, ни доли, ни денег, ни воли не видать семейству. Воцарился мрак, воцарился страх, умрут душою, сгинут навеки, всего лишаю. В черной могиле я вас закрываю, медленной смертью вас убиваю, все, что дорого, все отнимаю. Путы мертвеца, душа мертвая, исполни все в срок. Горе тебе в аду, покуда не исполнишь, а исполнишь, освобожу. Заклинаю, семью печатью закрываю, никому их от мертвого не спасти, путы не распутать, заклято. Читать это можно 1 раз. Если чувствуете, что сила ушла от вас, значит достаточно. На следующий день, еще раз повторяюсь, у меня сила ушла. Относим стандартным откупом. Оставляем на безымянной могиле. Что мною сказано, так и будет. Душа твоя горит в аду, покуда не исполнишь, а исполнишь, на волю отпущу. Да будет так. Заклинаю. Ну вот, еще один бесценный подарок практикам и еще один бесценный подарок семейству моих недругов. Конечно, кричать можно как угодно и где угодно, что у нас все прекрасно и хорошо. Никто не запрещал еще никому
кричать о том, что все хорошо. Но иногда кричат и от боли тоже. Потому что у кого все хорошо, тот об этом не кричит. Ну, ждите гостя, дорогие мои. Удачи!